Первая картинка – это длинная динамика, связанная с вопросом, который мы задаем в конце каждого года, как этот год был лучше или хуже, чем предыдущий. Красной жирной линией выделена доля тех, кто отвечает, что год был хуже. И мы видим, я специально сделал очень длинную динамику, что наибольшая доля, 80 с лишним процентов, нам ответили, что год был хуже, чем предыдущий в 1998 году. Это был год дефолта. Это был самый плохой год по итогам. Затем доля тех, кто говорил, что хуже прошедший год, уменьшалась, но тем не менее были какие-то моменты, когда эти цифры увеличивались. И самое большое после дефолта был декабрь 2009 года. И предыдущий год, 2008 год, тоже был плохой. Это 2 года, в которые происходил кризис. И заметим, что уже в 2010 году, по отношению к 2010 году, стало снижаться. И сейчас, по итогам 2011 года, доля тех, кто говорит, что год был хуже, чем предыдущий, всего 15%. Что же касается следующего года, ожидания на 2012 год, то здесь этот вопрос, стало быть, мы задаем каждый год, и он относится уже к следующему году. Опять-таки был 98-й, когда от 99-го ожидали очень плохого, но тем не менее в 99-м все сложилось не так плохо. Когда в 2008 году ожидали от 2009 года 27%, видите, пик. И в этом году 14% всего лишь говорят о том, что год будет хуже следующий, при том, что основная часть все-таки говорится, что он будет таким же, как прошедший год. Электоральные рейтинги – это ответы людей, за кого бы вы стали голосовать на президентских выборах. Мы задаем этот вопрос длительное время. Поскольку списка кандидатов не было, мы этот вопрос не публиковали. Сейчас этот список сформировался, по крайней мере, претенденты на кандидаты, на статус кандидатов есть. И, есть фамилии, которые были в нашем списке. Путин, Зюганов, Жириновский. С недавних пор Миронов у нас там появился. А также появились Прохоров и Явлинский. Остальные претенденты на слайд не поместились, но их цифры около нуля. И вот здесь, если посмотреть на рейтинг Путина, то мы видим, что в конце 2010 года этот рейтинг составлял 56%. В первом квартале 2011 года 52%. И дальше явная была тенденция на снижение. 52, 49, 47, 45. Здесь опечатка. 2011 год. Здесь первые 3 квартала, 1, 2, 3, а 4 это у нас был октябрь. 45%. И дальше в ноябре уже по неделям, вплоть до выборов, до 41%. Видите, за почти год снижение было очень существенным. С чем это связано? Причем надо сказать, что это снижение было и по партии «Единая Россия», и по вопросам доверяете, не доверяете Медведеву, доверяете, не доверяете Путину. То есть самые разные вопросы по отношению к всей сегодняшней властной структуре приводили показывали этот тренд на снижение. И все началось в начале года. Вот я утверждаю, что ключевым моментом, который вызвал этот перелом, было повышение цен. В январе, и особенно в феврале, когда люди получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг,
этот фактор проявлялся тотальным образом. До 80% нам жаловались на то, что цены повысились и стали непомерными. В течение года этот фактор снижался. Естественно, цены не понижались, но возникало привыкание, то есть люди адаптировались. Но тот стресс, который испытало население, а это достаточно редко бывает, когда стресс охватывает десятки миллионов людей одновременно, он повлиял на общую конфигурацию. При том, что итоги года не такие плохие, но в начале года этот стресс был очень сильным, и его как бы тень проявляла себя в течение всего года. Вплоть до выборов в Думу мы видим здесь показатель как индикатор, да, отношения к премьер-министру шел на снижение. А после выборов, и это очень важный, интересный момент, это я сообщаю, мне кажется, что этот момент интересным. Доля людей, которые выражают на словах желание голосовать за Путина, немножко повысилась. Обращу внимание также на то, что в последнее время повысилась доля и желающих голосовать за Зюганова и за Жириновского, хотя немножко совсем, а также появился Миронов, ну, достаточно много, 4%, и в последнем опросе как раз был поставлен в список Прохоров, который тоже имеет 4%, опережает даже Явлинского, где 2%. Но если посмотреть на индикатор, так сказать, ситуации рейтинг Путина, то еще интереснее посмотреть его в очень длинной перспективе, с момента, когда он появился на политическом горизонте. То есть с конца лета 1999 года. Видите, он появился с рейтингом 3%. Тогда он тоже был премьер-министром, тогда он занимался ситуацией в Дагестане, и тогда в тех условиях, в том контексте, фактически никто и не заметил появления нового персонажа политического. И в течение всей осени 1999 года, это отдельная длинная история, как поднимался его рейтинг, и он дошел в конце января 2000 года, уже когда он был исполняющим обязанности президента, он дошел до 57%, но здесь средняя цифра по первому кварталу 2000 года 52%. Затем она немножко снизилась, и он, имея 46% от населения, получил на выборах 53% от тех, кто пришел на выборы. Значит, здесь все данные, естественно, почти все данные, я скажу особенно, в одном месте только не так. Все данные от населения, то есть от числа всех опрошенных, все проценты. Какова вероятность того, что вы проголосуете за Путина? Насколько вероятно, что на выборах вы проголосуете за Путина? Это было сделано, значит, последнюю неделю, предпоследнюю неделю. И мы здесь видим, что ядро электората Путина совершенно точно, очень устойчиво 26%, а вероятнее всего проголосую. Здесь было 13-16, и возможно проголосую, было 13, стало 10. Эти подвижки – это случайные флуктуации, но цифра сама суммарная чуть больше 50%. Это тот сегодняшний электоральный запас, который есть у Путина, который дает основание полагать, что на выборах в марте ничего удивительного не произойдет. При том, что есть очень много разных мнений, суждений и так далее. Вот реальность сегодняшняя такова, какова она есть, и больше никакова. Естественно, что в разных группах, на разных территориях, в разных условиях все эти цифры сильно колеблются, сильно отличаются. И это, как говорится, средняя температура по больнице, но это некоторый интегральный итог. И вот на следующем слайде как раз характеристика
тех групп, где есть сильные отличия, то есть доля тех, кто утверждает, что они будут чаще голосовать, доля тех, кто будет голосовать за Путина, больше. Таким образом, это те группы, где чаще встречаются желающие голосовать за Путина. Видите, средние цифры по России 52%, а Сибирский федеральный округ 59%. Образование ниже среднего 59%. Село 58%, женщины. Причем женщины, здесь не собраны, они отдельно по возрастам. И по всем возрастам женщин идет радикальное, так сказать, превышение среднего общероссийского уровня. Приволжский федеральный округ, пожилые люди, пенсионеры 65 и старше. И доход выше среднего здесь тоже проявляет себя как те, кто хотел бы, где чаще встречаются голосующие за Путина. 33% суммарно те, кто не выражает в мягкой или в жесткой форме желание голосовать за Путина. А сейчас мы видим, в каких группах это проявляется. Высокий доход, Центральный федеральный округ, высшее образование, жители Москвы, люди 21, что это такое, сейчас прокомментирую. Возраст 45-54, мужчины. Здесь надо выделить категорию люди 21. Это часть населения, которую мы в последние 5 лет постоянно исследуем. Мы этих людей выделяем по очень простым признакам. Это люди, которые уже пользуются современными практиками, такими как интернет, мобильный телефон, самолет, автомобиль, заграница, кредитная карточка, кредиты потребительские, фитнесы. И таких примерно там 15 или 17 пунктов. Они тоже попали в категорию, где чаще встречаются те, кто не проголосует за Путина. И это, разумеется, связано с последними событиями этой осени. И прежде всего внешне связано с выборами в Думу. Но скрытый фактор, реальный фактор, который привел в движение этой осенью часть общества, конечно же, ограничения, препятствия, мешающие факторы для того, чего хотят эти люди. Они хотят реализации своих проектов.